дорогие зрители! Сегодня мы с вами поговорим о том, как строгать древесину ручными рубанками. Я покажу вам, как надежно закрепить заготовку на верстаке, разметить ее, выстрогать и проконтролировать результаты своей работы. Итак, начинаем. Для работы нам потребуются следующие инструменты и приспособления. Деревянные заготовки, металлическая линейка, угольник, разметочный рейсмус, различные клинья, шерхебель, рубанок, малая щетка, большая щетка-сметка, уголок, струбцина, киянка, ну и сам столярный верстак с его зажимными приспособлениями. Вначале несколько слов о ручных рубанках. Этот инструмент предназначен для срезания с заготовки тонкого слоя стружки. В результате получается ровная, гладкая деталь с необходимыми размерами. Эти инструменты бывают самые разнообразные по форме и своему назначению. Но чаще всего в своей работе столяр использует следующие виды рубанок. Это шерхебель. Рубанок предназначен для черновой обработки древесины. Он тонкий, и лезвие ножа у него имеет полукруглую форму. Непосредственно сам рубанок, он предназначен для основного строгания. Он толще, чем полуфуганок, и лезвие ножа у него прямой формы. Для окончательной обработки применяются полуфуганки. Они длиннее обычных рубанков, острие лезвия у них имеет прямую форму. Но прежде чем мы с вами приступим к процессу строгания, вначале внимательно осмотрите свою заготовку и по необходимости очистите ее от пыли, мусора, проверьте, нет ли в ней гвоздей, шурупов, саморезов или скоб от степлера. Все это нужно удалить. Стороны деревянной заготовки имеют свои названия. Самая широкая сторона называется ласть. Узкая сторона носит название кромка. Срез называется торец. Строгать мы с вами будем ласть и кромку. Вначале давайте мы с вами найдем самую ровную ласть. Она у нас будет базовой поверхностью. Вот от этой базовой поверхности и начинается процесс строгания. Толщина заготовки составляет 25 мм. Моя задача сделать ее 20 мм. Ширина заготовки составляет 74 мм. Задача отстрогать ее до 70 мм. Вначале с базовой поверхности при помощи шерхебеля удаляются все неровности и остатки коры, если они, конечно, имеются. После этого строгание производится начисто рубанком. Устанавливаю царапку рейсмуса на 23 мм. Тем самым с заготовки я сниму 2 мм. Я карандашом продублировал полученные метки. Вот этот участок необходимо будет сострогать. Существуют разные способы фиксации заготовки на верстаке. Первый способ при помощи клиньев. У верстака имеются гнезда, в которые вы можете вставлять клинья в соответствии с размером вашей заготовки. Выглядит это вот так. Обратите внимание, высота клина должна быть ниже линии разметки. В противном случае, во время строгания вы клин сможете повредить. Если же клин слишком толстый, то вы можете его загнать легкими ударами киянки. Слишком сильно загонять клин не надо. Вы рискуете расколоть верстачную доску. Либо спилите его при помощи пилы-ножовки, либо подберите клин потоньше. Чтобы клин достать, с нижней стороны верстачной доски подставьте более тонкий клин и ударами киянки выбейте клин из гнезда. Второй способ фиксации заготовки в заднем зажиме верстака. Так вы будете отстрагивать кромки.
Третий способ фиксации заготовки при помощи специального упора и столярной струбцины. После фиксации заготовки самое время проверить и настроить рубанок. Для этого переворачиваем его и смотрим на вылет. У шерхебеля этот вылет должен составлять от полумиллиметра до миллиметра. Вылет ножа рубанка составляет от 0,1 мм до 0,3 мм, что равняется примерно толщине листа бумаги. И здесь очень важно, чтобы вылет рубанка был равномерный по всей ширине подошвы. Рубанок мы сейчас настроим. Я откручиваю регулировочный винт, затем рубанок настраиваю и закручиваю регулировочный винт обратно. Вначале проведем пробное строгание. Его лучше сделать не на своей заготовке, а на пробном ненужном деревянном бруске. Вначале проверю работу шерхебеля. Обратите внимание, что я кладу рубанок всегда на бок лезвием от себя. Техника безопасности. Стружка у шерхебеля неровная, но толщина ее составляет примерно полмиллиметра. Работает шерхебель нормально. И сразу же убираю мусор с верстака щеткой-сметкой. Затем я проверяю работу рубанка. Ну что же, думаю, что рубанок функционирует нормально. Самое время приступить к строганию основной заготовки. Вначале все неровности я уберу при помощи шерхебеля. Шерхебелем я могу строгать перекрестно, прямо. Главная задача — убрать все неровности. Хорошего качества строгания от шерхебеля не получить. Ну вот и все. Шерхебелем все неровности я убрал. Сейчас я перехожу к строганию обычным рубанком. Чтобы строгание было качественным, надо соблюдать следующие правила. Очень важно во время строгания равномерно давить на рубанок. Не заваливать его ни влево, ни вправо. Вести по заготовке ровно. И постоянно контролировать свою работу по линиям разметки. Чаще убирайте стружку. Не допускайте, чтобы она у вас скапливалась на верстаке. Чистите литок рубанка. Заготовку я выстрогал до линии разметки. Самое время проконтролировать качество строгания. Для этого я беру металлическую линейку и ставлю по диагонали заготовки. Она должна стоять ровно и не качаться. Затем переворачиваю по другой диагонали и тоже проверяю качество строгания. Сейчас я беру карандаш и помечаю базу вот такой вот линией. Это основа моего будущего изделия. Строгание кромки. Я выставляю царапку рейсмуса на величину 72 мм и фиксирую. Так, процарапал. Точно так же с другой стороны, а затем с торцов. Осталось продублировать карандашом. Заготовка на самом деле весьма неровная. Поскольку кромка тонкая, шерхебелем работать будет неудобно. Строгать я буду сразу рубанком. Итак, проверяем качество строгания. Сейчас мне потребуется столярный угольник. Угол должен быть 90 градусов. От начала до конца. Первую кромку я помечаю цифрой 1. Затем моя задача отстрогать вторую пласть. Рейсмус выставляю на величину 20 мм и делаю разметку второй пласти. Дублирую метки карандашом. Сейчас моя задача
снять лишнее при помощи шерхебеля и рубанка. Шерхебелем прошел, убираю мусор с верстака и продолжаю работу рубанком. Вторую пласть я выстрогал, приступаю к проверке качества поверхности. Опять выставляю линейку по диагонали, затем по второй диагонали, затем проверяю угол между выстроганной первой кромкой и пластью. От начала до конца угол должен быть 90 градусов. Вторую пласть помечаю цифрой 2. Сейчас мне осталось отстрогать последнюю кромку. Мне осталось снять всего 1 мм. Устанавливаю царапку рейсмуса на 70 мм, фиксирую рейсмус и начинаю разметку. Дублирую карандашом. В итоге осталось снять совсем чуть-чуть. Проконтролирую свою работу при помощи угольника. Угол в 90 градусов сошелся. А сейчас я проверю, как соблюдены линейные размеры. 70, 70, 20, 20, 70, 70, 20, 20. У меня получилась ровная деталь. Последнюю кромку я помечаю цифрой 3. Итак, заготовку я выстрогал. Результат получился приемлемый. Ну, а начинающим столярам я пожелаю старания, терпения и обязательно доводить начатое дело до конца. А я с вами на этом прощаюсь. Пока.